Слабое место русской ракеты. Как менялись компоненты фигуристки Трусовой. Саша сознательно жертвует второй оценкой ради техники. А ведь раньше у нее были компоненты выше, чем у Щербаковой. Вторая оценка всегда считалась слабым местом Александры Трусовой. Отчасти из-за ее нестабильности, отчасти из-за якобы недостаточной хореографической подкованности и выразительности. Однако сказать, что русскую ракету судьи обижают компонентами, нельзя. С самого начала своей взрослой карьеры Саша обходила по второй оценке многих опытных фигуристок. Отставала она только от наиболее известных зарубежных спортсменок и своих подруг по команде Тутберидзе. К сожалению, именно отставание от последних причиняет Саше максимальные неудобства и сводит на нет все ее усилия с четверными прыжками. Свой первый взрослый сезон Александра Трусова начинала с довольно скромных баллов за компоненты. Дебютировав на мемориале Андрея Непелы, она получила за вторую оценку 32,20 балла в безупречной короткой программе и 65,44 в произвольной, где сдвоила Ридбергер в каскаде с тройным лутсем. Но здесь никаких сюрпризов. Вчерашним юниоркам традиционно придерживают компоненты, а затем смотрят, как новички проявят себя в ходе сезона. При более-менее стабильных выступлениях компоненты растут. И у Саши они, естественно, тоже в итоге выросли. Правда, не так сильно, как можно было ожидать с учетом ее титула двукратной чемпионки мира среди юниоров. На том же командном турнире Japan Open Саша потеряла в компонентах больше 2 баллов. В произвольной ее вторая оценка составила 63,2. К снижению могли привести помарки на 2 каскадах, а еще не в ее пользу сравнение с известными фигуристками. Из 6 участниц Трусова показала там лишь 5-й результат по компонентам. Это не помешало ей выиграть. Космические прыжки обеспечили очень солидные баллы по технике. Но отставание от Алины Загитовой с ее 74,33 балла за компоненты так и намекало, что в случае грубых ошибок никакие четверные Саше не помогут. Ее аккуратно упакуют под более стабильных девушек. На этапах Гран-при Саша понемногу наращивала вторую оценку. И не только в короткой программе, где никаких срывов у нее не было, но и в произвольной с падениями. И на этапе в Канаде и в России по компонентам она становилась 4-й. Причем в Канаде у нее произошел резкий скачок. Она получила за компоненты 67,42 балла, почти на 4,5 балла больше, чем на команднике в Японии. Затем на этапе в Москве Саша потеряла полбалла, но там она дважды упала, все по делу. А вот в финале Гран-при симпатии судей уже явно были не на стороне Саши. Подросшие компоненты в короткой снова покатились вниз. 32,80 балла стали самыми низкими среди всех 6 финалисток. В произвольной та же история. 65,93 балла, меньше всех. Но и стабильного катания спортсменка по-прежнему не демонстрировала. Ее падения уже начинали казаться чем-то неизбежным. Закончила свой первый взрослый сезон в плане компонентов Александра Трусова со знаком плюс. На чемпионате Европы во второй оценке набрала 34,42 балла в короткой и 67,25 балла в произвольной. По сравнению с первым турниром ее компоненты подросли не так уж сильно, но все-таки считались одними из самых высоких среди европейских фигуристок. Больше Саши набирали только Косторная и Щербакова. Прорыва с Плющенко не получилось. Несмотря на то, что с переходом Трусовой к Евгению Плющенко многие отмечали ее прогресс в хореографии, скольжении и интерпретации программы, в компонентах это никак не отразилось. Тут сразу вспоминается известная присказка про правильный штаб, но нельзя забывать, что международных стартов у наших фигуристов в предолимпийском сезоне было всего 2. Этап Гран-при в России. Да и то международным его можно назвать с большой натяжкой. И чемпионат мира. Оценки же на внутренних стартах реальную картину не отражали. Возможности расти практически не было. При этом Саша неважно выступила на обоих соревнованиях. На Гран-при у нее случился жуткий парад падений в произвольной, поэтому 66,32 балла,
хорошие компоненты при полностью разваленной программе. На чемпионате мира русская ракета вообще осталась без каскада в короткой, но свои 34,48 балла во второй оценке все же получила. А в произвольной, которую она выиграла, у нее были 2 падения и ошибка на четверном лутсе, так что 66,34 балла, не такие уж низкие компоненты. За год до Олимпиады Саше не удалось поднять свою вторую оценку. Жаль, ведь в Пекине каждый балл был буквально на вес золота. Прогресс накануне Олимпиады. Олимпийский сезон Александра открыла довольно скомканным прокатом на турнире в Норвуде. Падение с тройного акселя в короткой тут же отразилось на ее второй оценке, лишь 33,92 балла. В произвольной ошибок было еще больше. Падение с квад-флипа, бабочка на четверном тулупе, помарка на квад-лутце и каскаде четверной лутс, Ойлер, тройной Сальхов. Баловать компонентами Сашу, естественно, не стали. 64,40 балла, как воспоминание о первых взрослых стартах. Даже Этери Тутберидзе рядом с Сашей не смогла исправить ситуацию. Уникальная возможность узнать, как Сашу оценят в случае чистых выступлений, выпала на Гран-при США. Серьезная травма вынудила фигуристку значительно облегчить контент. Никакого трикселя в короткой и 1 четверной лутс в произвольной. Компоненты тут же взлетели. 35,48 за огненную Фриду и 69 за неугомонную Круэллу в оригинальном платье с газетой. Тем не менее, эти 69 баллов – четвертый результат по второй оценке. Саша, как обычно, выиграла благодаря технике. Каори Сакамото, Дарья Усачева и Инью обошли ее по компонентам. А ведь для 15-летней Даши тот турнир стал дебютным во взрослых. Однако чистое катание на Гран-при в США помогло подправить репутацию Трусовой в плане стабильности. Несмотря на ошибки в обеих прокатах на чемпионате Европы, ее компоненты остались практически на том же уровне. В короткой убавились 34,69. Падение с тройного акселя. Но в произвольной немного подросли 69,55. И это на фоне 2 падений с квадов и помарки в каскаде. Пик на Олимпиаде. Рост компонентов Саши продолжился и на Олимпийских играх. За Фриду с падением она получила в Пекине те же 35,48 балла, что и за чистый прокат без трикселя на Гран-при в США. А в произвольной ее вторая оценка впервые преодолела порог 70 баллов, 70,97. Третий результат после Щербакова и Сакамото. Но так ли это много для пятиквадки без падений? Спорный вопрос. Безупречным выступления Саши, конечно, не было. Помарки на 2 квадах и каскаде двойной аксель, тройной тулуп. Но поощрить такую сложность и риск на столь важном старте, наверное, стоило бы все-таки больше. Для сравнения. Щербакова получила за компоненты на Олимпиаде 37,33 балла в короткой и 75,26 балла в произвольной. На чемпионате Европы у Ани было 36,26 в короткой при сорванном каскаде. Баллы заметно выше, чем у Трусовой при той же ошибке годом ранее на чемпионате мира. А в произвольной – 74,27 при чистом прокате с 1 четверным флипом. А ведь изначально именно Щербакова отставала от Трусовой по компонентам. Саша сознательно жертвовала компонентами, делая ставку на оценку за технику. Отчасти это было оправдано. За технику можно набрать намного больше. Но недооценивать силу компонентов тоже нельзя. На Олимпиаде Саша проиграла в компонентах, а не 6 баллов. Не будь этой разницы, золото в Пекине завоевала бы русская ракета. Компоненты Саши действительно выросли за 3 сезона, однако далеко не так сильно, как у ее главной соперницы. Но теперь у нее есть еще 4 года, чтобы исправить это недоразумение. И если занятия той же стрип-пластикой ей в этом помогут, будет очень круто.